поговорим о периодах везения, такого периода взлета, невероятной удачливости. На самом деле у нас в гороскопе есть планеты счастья. Планета малого счастья Венера, планета большого счастья Юпитер и планета высшего счастья Нептун. Но мы замечаем, что некоторые люди более удачливые, некоторые менее удачливые, а некоторым совсем не везет. А планеты есть эти в каждом гороскопе. Почему же так получается? Потому что для особого везения, особой удачливости нам в гороскопе нужен еще такой пятый элемент. Волшебный такой золотой ключик, который свяжет все эти три планеты вместе. И астрологи с недавнего времени считают таким золотым ключиком планету, вернее не планету, а астероид, иногда это астероид-комета называют, Хирон. Хирон открыли совсем недавно, по меркам истории, меньше 50 лет назад, в 1977 году. Но вот уже спустя где-то лет 20, около 30 лет назад, американская астрологическая школа выдвинула такую методику расчета периодов ворот Золушки, как они его назвали. То есть вот этих периодов невероятной удачливости. И основана эта методика как раз на связях Хирона с планетами счастья, с Венерой, с Юпитером и с Нептуном в транзитной карте к нашему натальному гороскопу. Связью при этом считается один из возможных 4 аспектов. 0 градусов – это соединение, секстиль 60 градусов, трин 120 градусов и эквипонс 150 градусов. И правило очень простое. Для периода удачливости должны одновременно действовать все три связи. Хирон-Венера, Хирон-Юпитер и Хирон-Нептун. Казалось бы, все очень просто. Но разработчики методики считают, что для уверенного прогноза удачливости очень желательно иметь хотя бы одну такую связь в своей натальной карте, в своем гороскопе. Это повышает и частоту появления ворот Золушки в нашей жизни, и яркость его проявления. Ну, наверное, когда для особой удачливости нужно сразу 3 волшебных палочки, то неплохо бы одну иметь у себя в шкафу изначально. Поэтому давайте сначала посмотрим, как найти наличие такого аспекта, такой связи в натальном гороскопе. И для этого откроем программу Z. Как скачать бесплатную версию программы Z и как настроить ее, у нас был ролик на канале. И я думаю, подсказочка сейчас сверху вам появится на этот ролик. Ну, а что же делать дальше? В базовой версии программы изначально Хирон не отображается. Для того, чтобы включить его, нам понадобится меню таблицы, каталог астероидов. И дальше, если у вас версия программы Lite, то у вас появится всего несколько астероидов, и вы найдете среди них Хирон. А если у вас профессиональная версия программы, введите код астероида 2060 и включим Хирон в карте. Он начнет у нас отображаться. Это первое, что нам нужно сделать для настроек. И второе, в установках карты, вот оно меню настройка, установки карты, аспектация, нам нужно подключить квиконс, то есть минорный аспект включить. И после этого у нас будет отображаться все, что нам нужно. Дополнительно здесь же в планетах я отключила солнышко, отключила Луну, отключила все, что не участвует в нашей формуле. Оставила только Венеру, Юпитер и Нептун, и, собственно, Хирон. Все, подготовка закончена, и теперь мы можем любую карту проверить на наличие аспекта. Сейчас у меня стоит 6 февраля 2024 года, как будто у нас родился сейчас человек, и аспектной связи в натальной карте между Хироном и планетами счастья не присутствует. Но вы знаете, присутствуют эти аспекты достаточно редко. Я перебрала базу знаменитостей, в которой более 350 людей, по-моему. Это, представляете, 350 людей, которые имели взлет какой-то в своей жизненной карте. Многие из них имели по одному аспекту от Хирона к планетам счастья, но вот всего лишь около
20 человек имели два аспекта. Ну, например, вот Рембрандт, у него два аспекта, и он стал очень известным еще при жизни, а после смерти приобрел вообще всемирную славу. Два аспекта имеет, например, Виктор Цой. Ну и кроме этого, в этом списке, например, Билл Гейтс, Ава Гарднер, Кайли Миноуг, Селин Дион, Лара Фабиан, Мерлин Монро, Софи Марсо, Том Круз, Боб Дилан, Марлон Брандо, Гарри Каспаров, Брэндон Ли, Эммануэль Петти, Витни Хьюстон. Ну, на самом деле не так уж и много, но все эти люди в свое время имели определенный взлет. А вот одну карту я нашла совершенно уникальную. Это карта Курта Кобейна. Сейчас я вам ее покажу. Посмотрите, какая прелесть. Здесь не просто присутствуют все три аспекта. Вот у нас Хирон находится в соединении с Венерой и одновременно в трине к Юпитеру и в трине к Нептуну. И вся эта конфигурация еще и заключена в закрытую конфигурацию большого трина, что обеспечивает невероятную удачливость. Курт Кобейн родился 20 февраля 1967 года, и если вы родились рядом, то наверняка вам стоит проверить, есть ли у вас свои волшебные палочки в гороскопе. Итак, как говорят про аспекты с Хироном, Венера у нас это платье, Юпитер карета, ну а Нептун это фея у Золушки. И если хоть что-нибудь из этого есть уже у вас в загашнике, то вы везунчик. У кого загашника не оказалось, ворота Золушки будут открываться реже, возможно, они будут проявляться менее ярко, чем те нативы, удачливые счастливчики, которые имеют аспекты Золушки уже в своем гороскопе. Однако удачливость все равно будет повышенной. Итак, самое главное правило, чтобы в транзитной карте у нас наличествовали три связи. Хирон Венера, Хирон Юпитер и Хирон Нептун. Если одна из них у вас есть уже в своем шкафу, можете искать одновременное действие двух остальных связей. И тут есть своя логика. Венера планета быстрая, она обходит весь гороскоп всего лишь менее чем за год. Соответственно, каждый год она обязательно будет делать аспект к Хирону натальному. И неоднократно, а все четыре наши нужные аспекта. Вот Юпитер, планета уже гораздо более медленная, это социальная планета, и время ее обращения вокруг зодиака 12 лет. То есть за каждые 12 лет она сделает все четыре аспекта. Соответственно, мы понимаем, что не каждый год мы будем иметь аспектную связь транзитного Юпитера с Хироном. Ну, а с Нептуном ситуация еще более сложная. Он обходит весь зодиак за 165 лет. Соответственно, в течение всей жизни он сделает таких аспектов 2-3, ну в лучшем случае, в очень длинной жизни 4. Давайте на практике посмотрим транзитную связь Нептуна с Хироном. Вот у нас, например, наш натив родился именно конкретно сейчас. На внутреннем круге у нас натальная его карта, на внешнем круге транзитная карта. Пока они не отличаются, еще планетки внешние не начали свой бег. И бежать они у нас будут против часовой стрелки. Соответственно, вот у нас Нептун, вот Хирон, и мы ожидаем их первой встречи в аспекте соединения. Посмотрим, когда оно будет. Я воспользуюсь для этого инструментом динамика времени. Вот эти часики. Итак, крутим вперед. Поехали. И вот она первая связь. И она у нас будет в 1933 году. То есть нативу будет 7 лет. Следующий аспект после 0 это 60 градусов. И он у нас произойдет только в 1958 году. Это нашему нативу уже будет 34 года. Следующий аспект трин будет у нас в 85-м, 86-м году. Кстати, очень красивый, подкрепленный еще и Юпитером. То есть человеку, которому уже исполнится 61 год, прям вот очень хорошо повезет в это время. Ну и последний, который я тут нашла в течение стандартной жизни, аспект Квиконса, произойдет, когда нашему нативу исполнится 75 лет. Вот он. Так что встречается не так уж и часто. Тут есть, конечно, плюс.
поскольку связью считается связь Хирона и Нептуна, и она может быть обратной. То есть аспект от транзитного Хирона к натальному Нептуну. Этот аспект встречается намного чаще, поскольку Хирон обходит весь зодиак за 50 лет. Значит, за 50 лет как минимум 4 аспекта, 4 периода он соберет. Тогда мы берем наши периоды встречи Нептуна с Хироном и Хирона с Нептуном. И далее внутри них мы уже будем искать аспектные связи Хирона с Юпитером по точно такому же принципу. Сузим наши периоды. И уже внутри них будем искать встречи Хирона с Венерой. И только тогда мы получим наш искомый результат. Ворота Золушки. Ну, весьма кропотливое занятие получается. Понятно, что надо потратить несколько часов, чтобы вручную найти искомые периоды удачи. Зато тут есть определенный плюс. Рассчитать периоды удачи можно даже для людей, у которых неизвестно точное время или место рождения. Достаточно самой даты. И еще две новости. Хорошая новость в том, что я посидела и составила формулу расчета ворот Золушки для программы Z, для того, чтобы не тратить несколько часов на поиски таких периодов. Поэтому, во-первых, я могу это сделать за недорого для вас, обращайтесь. Ну а во-вторых, я готова научить совершенно бесплатно вас делать это самостоятельно. Именно в программе Z. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. И в следующем видео я расскажу, как это сделать. Ну а плохая или реальная новость в том, что Хирон в астрологии – это не манна небесная. Хирон в астрологии символизирует ключевые выборы человека. Это такие выборы, когда назад потом вернуться невозможно. Все, что было в выборе, обстоятельства, люди, вещи, пути, далее становятся недостижимыми. Вопрос, счастье это или нет, я отношу к вашим собственным размышлениям. Ну а на сегодня у меня на этом все. Пока-пока и до встречи!